Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке будем вязать ремешок для сумки. Для вот этой вот сумочки я оплетала канву. Чтобы посмотреть, как это делается, у меня есть подробный видеоурок. Я оставлю ссылку в описании. Вот такая вот сумочка на канве. Она тоже оплетена вот этим шнурочком. Шнур 3 миллиметра от фирмы Melange. Артикул на ВБ оставлю в описании под роликом. Также покупала на маркетплейсах. Итак, для работы нам еще понадобится крючок номер 4 у меня. И вот такие вот карабины по 3,5 сантиметра. 2 карабинчика. Итак, приступаем. Итак, для вязания ремешка необходимо оставить хвостик. Я рассчитала, какой у меня будет хвостик, связав 10 сантиметров самого ремешка по простой математической формуле, когда мы находим x. То есть я рассчитала, сколько у меня приходится хвостика на 10 сантиметров, а мне надо связать 120 сантиметров. То есть мне необходимо оставить хвостик 900 сантиметров или 9 метров. Что мы делаем? Мы берем сначала этим хвостиком, оплетаем наш карабин. Итак, протягиваем вот так вот наш хвостик, протягиваем до маркера и оплетем его несколько раз. Ну, то есть вы протянули до маркера и вот так вот еще протянули, ну, сколько вам необходимо, смотря какой у вас карабин. Давайте так еще. Вот так разочек и еще один разочек. То есть я сейчас вам покажу. Именно доходим до нашего маркера. Вот смотрите, таким образом я обмотала свой карабин. То есть здесь можно обмотать сколько угодно раз. Вот в эту сторону у меня идет хвостик. Вот это основная нить. Маркер можно уже убрать. Вот таким образом укладываем нить с карабином. Внизу хвост. Вот это основная нить. Заводим крючок и вытягиваем нашу нить. Вот у нас первая петля. Далее немножко расслабляем вот эту нашу обмотку. И посерединке вот здесь я завожу свой крючок и накидываю нить. Вот таким вот образом. Разворачиваем. Крутим крутим по часовой стрелке. Идем теперь все время будем под перемычку. И меняем нити. Теперь это же у нас основная нить. Вот так набрасываем на крючок. Провязали по часовой стрелке под перемычку. Теперь хвостик. То есть меняем нить постоянно. По часовой стрелке под первую перемычку. Нить накинули. Провязали. По часовой стрелке. Первая перемычка. Накинули нить. Провязали. Смотрите, чтобы ваша ниточка не переплеталась. Если у вас так же, как и у меня, плоский шнур, накидываем вот так вот ровно. И все время по часовой стрелке. Чередуем хвостик с основной нитью. Здесь ниточка переплелась, вот она должна быть у нас ровная, для того, чтобы ремень просто был идеально ровным. И вот здесь она переплелась тоже. Регулируйте, чтобы ваш шнур нигде не переплетался.
Вот какой получается красивый колосок с обеих сторон, да, он получается двусторонний, то есть он и вот сбоку вот такая вот плетеночка. Итак, продолжайте до нужного размера. Итак, мой ремешок готов. 120 сантиметров. У меня получилась длина, как я и планировала. Да, смотрите, вот такой остался всего лишь хвостик. То есть с длиной хвостика я угадала. Напомню, 9 метров. Итак, теперь что делаем? Обрезаем еще основную нить и будем заправлять эти хвостики в карабин. Вытягиваем основной, заправляем в иголочку и оплетаем карабин. То есть тоже раза 3-4 его оплести, и вполне достаточно. Сначала одним хвостиком я делаю вот так вот. Так вот стежками пройтись одним хвостиком и потом вот этим хвостиком. И далее хвостики сами заправить в это полотно. А я сейчас одену свой ремешок на сумочку и покажу вам, что получилось. Вот такой у меня получился ремешок на карабинах. Итак, крепим к нашей сумочке. Как по мне, это лучший вариант, чем просто цепочка. Либо уже тогда комби-ремень, ну, либо такой вязаный ремешок. Очень красиво этот узор подходит к этой плетеной сумочке. Прям, я бы сказала, вообще идеально. Так, выровняли ремешок. Все. Просто невесомая сумочка, и сам ремешок получился таким приятным на ощупь и невесомым. Если вам был полезен мой видеоурок по вязанию вот такого ремешка для плетеной сумочки на конве, ставьте, пожалуйста, ваши лайки. Всем пока-пока!